В этом видео я буду поднимать FPS в играх с помощью одной полезной утилиты. Расскажу вам про сам функционал данной программы, покажу тесты в играх и самое важное, узнаю, сколько FPS максимально сможет повысить эта утилита. Поехали! Переходим по ссылке в описании и скачиваем утилиту BoostFix. Тут есть две версии программы: 32 бит и 64 бит. Чтобы узнать, сколько стоит у вас бит, нужно перейти в панель управления, система безопасность, система, и тут есть информация о разрядности вашей системы. У меня, к примеру, 64 бит. Соответственно, я скачиваю версию программы 64 бит. Давайте теперь запустим нашу утилиту и начнем настраивать свой ПК. BoostFix — это программа для настройки компьютера, способная повысить производительность вашего ПК и поднять FPS в играх. Тут есть очень много настроек. При наведении любой настройки справа показано ее описание. Слева у нас разделы настроек. Давайте все по порядку. Видеокарта. Тут у нас настройки, которые помогут оптимизировать вашу видеокарту. Для максимальной оптимизации требуется Pro-версия данной утилиты. В бесплатной версии предлагаются не все настройки. Соответственно, если вы хотите получить максимальную оптимизацию вашего ПК и максимальный FPS в играх, то нужно будет приобрести Pro-версию. На сайте предлагается два вида Pro-версии. Первая — это подписка на месяц, и можно купить навсегда. Тут уже на ваш выбор. Я, к примеру, хочу приобрести Pro-версию навсегда. Нажимаем «Получить», и тут у нас вышло окошко. Чтобы получить ссылку на оплату, вам нужно перейти в программу и нажать на кнопку Pro. Давайте это и сделаем. Открываем программу, нажимаем на вот эту корону, «Купить», «Окей», выбираем, к примеру, «Навсегда» и оплачиваем. После чего перезапускаем программу, и у вас открывается Pro-версия. Давайте вернемся к настройкам. Для максимальной оптимизации в разделах «Видеокарта», «Процессор» и «ОЗУ» я решил поставить все галки, чтобы максимально оптимизировать данные разделы. Не забываем нажимать на «Применить» после того, как вы поставили все галки. Далее переходим в следующий раздел. Это настройка вашей файловой системы. Ставим галки на те настройки, которые подходят для вас. Не забывайте читать описание настроек. К примеру, тут есть настройки, которые подходят только для SSD, либо для HDD. Так что будьте внимательны. После того, как выставили все настройки, нажимаем «Применить» и переходим к оптимизации интернета. Настройки интернета помогут вам, если вы играете в онлайн-игры. Я, к примеру, играю в CSGO, и у меня бывает потери кадров. Соответственно, играть бывает вообще невозможно. Я решил поставить все галки для максимальной оптимизации интернета. Вы также можете это сделать, либо выбрать определенные настройки. Следующий раздел – интерфейс. Тут можно оптимизировать и ускорить работу вашего интерфейса. Например, ускорить открытие папок, отключить уведомления, увеличить скорость открытия меню и даже убрать надпись «Активация». Правда, работает только на Windows 7. Так что если у вас Windows 7, то вам повезло. Выставляем настройки и нажимаем «Применить». Далее переходим в раздел «Загрузчик». Тут мы можем оптимизировать загрузку своей системы, чтобы она запускалась более быстрее. Выставляем настройки и нажимаем «Применить». Далее в разделе «Мусор» можно отключить все ненужные процессы, которые включены у вас. Выбираем, что хотим отключить, и нажимаем «Применить». Следующий раздел «Приватность». Тут можно отключить отслеживание, рекламу, ненужные приложения, сбор данных, шпионские службы и так далее. Так что, если вы хотите быть анонимным, то данные настройки вам помогут. И нажимаем «Применить». Далее переходим в следующий раздел. Тут мы можем оптимизировать клавиатуру, мышь, USB-порты, тем самым убрать задержку. Также можно отключить FSO и оптимизировать DVM, тем самым понизить input lag. Кто не знал, input lag — это то время, через которое монитор отобразит изображение, после того, как на монитор был отправлен сигнал. Обычно он измеряется в миллисекундах. Нажимаем «Применить» и далее переходим в раздел «Службы». Здесь можно отключить все ненужные службы, которые работают в вашей системе. Выбираем, какие службы хотим отключить, и нажимаем «Применить». Следующий раздел Microsoft.
Тут можно удалить ненужные приложения от Microsoft, который зачем-то решил за вас все установить. Выбираем, какие приложения хотим удалить, и нажимаем «Применить». И последний раздел – очистка. В данном разделе можно очистить весь кэш, логи, временные файлы, тем самым освободить память на своем ПК. Ставим все галки и нажимаем «Применить». Ну вот, мы оптимизировали все разделы, в будущем будут добавляться еще разделы, и сама утилита будет обновляться в функционале. Так что можете подписаться в группу ВКонтакте данного проекта и следить за новостями. Также там проходят конкурсы, где разыгрывают подписки на Pro-версию. Ссылка на группу также будет в описании. И после того, как мы настроили свой ПК, его оптимизировали, в программе BoostFix можем сделать тесты и проверить, сколько FPS поднялся в играх. Чтобы показать вам разницу, я записал тест в играх до настройки ПК, где можно посмотреть, сколько у меня было FPS до оптимизации. Чтобы вы были убеждены, что настройки отключены, вот я захожу в утилиту BoostFix и можно увидеть, что все настройки выключены. А теперь давайте посмотрим, сколько FPS у нас сейчас, после того, как мы оптимизировали свой ПК. Если вы хотите увидеть подробные тесты того, как работает утилита BoostFix, то можете перейти по ссылке в описании и посмотреть видеоролик. Там вы можете увидеть подробный тест в играх и можете посмотреть, сколько FPS прибавилось. Ну а если вы хотите вернуть все настройки по умолчанию, то в программе можно нажать на восстановление настроек и сбросить все. И ваш ПК вернется в прежнее состояние. Это был обзор на утилиту BoostFix, ссылка на скачивание будет в описании. Хочу вам сказать, что данная программа очень полезна и эффективная. А еще она универсальная, там можно не только оптимизировать, но еще и настроить свой ПК. Всем советую протестить и воспользоваться ее функционалом. Напишите в комментариях, на какую программу сделать следующий обзор. Я готов протестировать ее на себе, так что жду вашего комментария. Всем спасибо за просмотр, с вами был Симон и всем пока.